Это все нечистая сила. Во всем виноват гном Кобальт. На рудниках Саксонии добывали серебро, медь, и вдруг наткнулись на неизвестную руду, похожую на серебряную. Вот ведь удача привалила рудокопам, сразу разбогатеют. Но когда начали плавить, вместо серебра появлялся ядовитый газ и травил рабочих. Все понятно. Это колдовство и происки гнома. Не хочет он делиться сокровищами. И назвали этот металл в честь него кобальтом. В XVIII веке научились изготавливать краситель. Кобальтовая краска изначально черного цвета. И это главная сложность для мастеров. Им нужно нанести сырой краситель так, чтобы при обжиге получить нужный оттенок. Краска наносится на необожженную глиняную форму, покрывается глазурью и обжигается в печи при высокой температуре. Интенсивность цвета зависит от толщины слоя краски. Чем толще, тем темнее. Вот интересно, как падает свет на изделие, и цвет передается на видео. Чашка кажется значительно светлее, чем тарелка и блюдце, хотя в действительности эти все три предмета глубокого синего даже ближе к чернильному цвета. Сложность использования кобальта в том, что цвет изделия нельзя увидеть до обжига. При нанесении краска черного оттенка приобретает синий окрас только после 2 сеансов обжига. Считается, что лучше всего с этим справляются китайские мастера. Они используют 7 кобальтовых оттенков для декора фарфора. Майсонская мануфактура и Императорский завод в России используют 4 оттенка. Какая царственная красота! Синий с золотом. Между прочим, 22-каратное золото. Об этом пишет производитель. Немецкая мануфактура Вальдерсхоф и, соответственно, ручная работа. Фабрика закрылась в 1977 году, и теперь изделия этих мастеров крайне редко встречаются и представляют интерес для коллекционеров. Кобальт все реже и реже используют в фарфоре. Он очень нужен электроавтомобилю Tesla. Батарея электрички содержит 4,8 килограмма кобальта. Вот такой интересный металл охранял коварный и предприимчивый гном Кобальт.